Друзья, представьте, плато Гиза, Египет. Место, где уже тысячелетия стоят великие пирамиды, молчаливые стражи древних тайн. Казалось бы, что нового можно найти там, где каждый сантиметр земли изучен археологами, туристами и даже любителями теорий заговора. Но в 2021-2023 году ученые сделали открытие, которое заставило весь мир затаить дыхание. Под песками Гизы, рядом с Великой пирамидой Хеопса, обнаружили нечто загадочное — двухъярусную подземную структуру, о которой никто даже не подозревал. Что это? Затерянная гробница? Жертвенный храм? Или, может быть, нечто совершенно новое, способное переписать историю Древнего Египта? Сегодня мы разберемся, что скрывают пески Гизы, почему это открытие так важно и какие опасности подстерегают тех, кто пытается раскрыть эту тайну. Погрузимся в историю, археологию и даже немного мистики. Приготовьтесь, это будет увлекательное путешествие. Начнем с самого открытия. В последние годы археологи все чаще используют технологии, которые позволяют заглянуть под землю, не втыкая лопату в песок. Одна из таких технологий — радиолокационное сканирование, или GPR — Ground Penetrating Radar. Это как рентген для Земли. Устройство посылает радиоволны, которые отражаются от подземных объектов, создавая их трехмерную картину. Именно с помощью GPR команда египетских и японских ученых исследовала участок рядом с Великой пирамидой. На первый взгляд это место выглядело пустынным. Ни руин, ни мастаб, ни намеков на древние постройки. Но радиолокатор показал аномалию. Под песком, на глубине всего 2 метров, скрывалась L-образная конструкция длиной около 10 метров. А ниже, на большей глубине, еще одна, более массивная структура, которую ученые назвали высокорезистивной аномалией. Что это значит? Это объект, который сильно отличается по плотности от окружающей среды. Возможно, из камня, спрессованного песка или даже с металлическими элементами. И самое интригующее, вся эта конструкция была намеренно засыпана песком и гравием. Кто-то очень хотел, чтобы ее никто не нашел. Почему это так важно? Плато Гиза — это не просто туристическая достопримечательность. Это сердце Древнего Египта. Место, где около 4500 лет назад фараоны строили свои пирамиды, чтобы обеспечить себе вечную жизнь. Каждая находка здесь — как кусочек пазла, который помогает нам понять, как жили, во что верили и что скрывали древние египтяне. Но эта структура — не просто очередной кусочек. Она уникальна. Обычно гробницы или храмы в Гизе имеют наземные маркеры, например, мастабы или остатки стен. Здесь же ничего. Пустыня. Это наводит на мысль, что строители сознательно пытались спрятать сооружение. Но от кого? И зачем? Давайте разберемся, что это может быть. Ученые пока не начали полномасштабные раскопки, но уже выдвинули несколько гипотез. Первое — это затерянная погребальная камера. В Гизе множество подземных гробниц, где хоронили знать, жрецов или даже членов царской семьи. Но у большинства таких гробниц есть наземные элементы, указывающие на их существование. Здесь же полная скрытность. Если это гробница, то, возможно, она принадлежала кому-то настолько важному, что ее местоположение держали в строжайшем секрете. Может, это усыпальница одного из родственников Хеопса или жреца, обладавшего тайными знаниями. Вторая гипотеза — это ритуальное сооружение, возможно, жертвенная часовня. L-образная форма верхнего слоя намекает на что-то подобное, ведь такие конструкции иногда встречались в египетских храмах. Но опять же, ритуальные сооружения обычно строили на поверхности, чтобы к ним был доступ. Почему же это спрятано под землей? Может, это место для тайных обрядов, о которых не должны были знать даже жрецы? И третья, самая интригующая версия — это может быть нечто совершенно новое. Древний Египет изучен вдоль и поперек, но он все еще подбрасывает сюрпризы. Например, в 2017 году в Великой пирамиде обнаружили огромную полость, так называемую «большую пустоту», размером с самолет. До сих пор никто не знает, что это. Новая подземная структура может быть еще одним таким открытием, которое перевернет наши представления о погребальных практиках, архитектуре или даже религиозных верованиях египтян. А что, если это хранилище артефактов? Или даже библиотека, вроде мифической Александрийской, только гораздо древняя? Конечно, это пока фантазии, но согласитесь, от Гизы можно ожидать чего угодно.
Теперь о раскопках. Археологи уже начали осторожные работы, но процесс идет медленно, и на это есть причины. Во-первых, древние постройки невероятно хрупкие. Пески Гизы веками защищали эту структуру, но как только ее вскроют, она может начать разрушаться от воздуха, влаги или вибраций. Одна ошибка, и мы потеряем бесценный артефакт. Во-вторых, есть риск, что гробницу уже разграбили в древности. История Древнего Египта — это не только история великих фараонов, но и история масштабного воровства. Грабители гробниц были настоящими профессионалами своего дела. Часто это были сами строители, которые знали все тайные ходы, или даже высокопоставленные чиновники, имевшие доступ к планам усыпальниц. Представьте, вы фараон, вы строите пирамиду, чтобы защитить свои сокровища и тело для загробной жизни. Вы придумываете ловушки, ложные коридоры, завалы из камней. Вы даже вырезаете на стенах проклятия вроде «тот, кто войдет, будет проклят богами». Но проходит всего 50-100 лет, и кто-то все равно проникает внутрь. Пирамида Хеопса — яркий пример. Когда археологи добрались до ее погребальной камеры, там был только пустой саркофаг. Все золото, драгоценности, ритуальные предметы исчезли. Даже гробница Тутанхамона, которую считали нетронутой, на самом деле вскрывалась дважды еще в древности. Грабители унесли часть сокровищ, но, видимо, были спугнуты, и усыпальницу запечатали заново. Именно поэтому нетронутая гробница — это как археологический джекпот. Если новая структура под Гизой окажется нетронутой, это будет сенсация мирового масштаба. Кстати, о ловушках и проклятиях. Многие из нас слышали истории о проклятии фараонов. Мол, те, кто вскрывает гробницы, умирают от таинственных болезней или несчастных случаев. Самый известный пример — экспедиция Говарда Картера, нашедшая гробницу Тутанхамона в 1922 году. После открытия несколько членов команды умерли при странных обстоятельствах, и пресса раздула миф о проклятии. На самом деле все прозаичнее. Древние гробницы — это замкнутые пространства, где за тысячи лет накапливаются токсичные грибки, бактерии или даже газы. Вдыхаешь и получаешь серьезное отравление. Плюс в те времена археологи работали без современных средств защиты. Так что проклятие — это скорее плохая вентиляция, чем месть богов. А вот ловушки были реальностью. Египтяне строили ложные коридоры, которые вели в тупик, или каменные плиты, которые обрушивались на незваных гостей. В некоторых гробницах находили ямы с кольями или даже механизмы, выпускавшие песок, чтобы завалить вора. Но все это редко останавливало грабителей. Почему? Потому что награда стоила риска. Одна усыпальница могла содержать золото, драгоценные камни, амулеты, которые стоили целое состояние. И воры знали, что спрос на эти сокровища огромен. Как в Древнем Египте, так и позже, в эпоху греков, римлян и даже в средние века. Кстати, о судьбе украденных сокровищ. Многие артефакты, которые мы видим в музеях, были вывезены из Египта в XIX-XX веках, часто незаконно. Например, Розетский камень, ключ к расшифровке иероглифов, был найден французами, захвачен британцами и теперь хранится в Британском музее. Египет десятилетиями требует его возвращения, но пока безуспешно. То же с мраморами Парфенона, которые Греция пытается вернуть из Лондона, или с артефактами майя и ацтеков, разбросанными по музеям Европы и США. Это не просто предметы, это часть культурного наследия народов, и их вывоз часто был актом колониализма. Египет сегодня активно борется за свои сокровища. В 2002 году страна ужесточила законы, запретив частное владение древностями. Теперь любой артефакт, найденный на территории Египта, принадлежит государству. Но процесс возврата идет медленно. Многие музеи и частные коллекционеры не хотят расставаться с экспонатами, ссылаясь на то, что они лучше сохранят их. Это, конечно, спорный аргумент. Египет строит новые музеи, вроде Большого египетского музея в Гизе, который уже называют одним из самых современных в мире. И все больше голосов звучит за то, чтобы вернуть артефакты туда, где они были созданы. Так что же ждет нас с этой новой находкой? Если подземная структура окажется нетронутой, это может стать крупнейшим археологическим открытием 21 века. Представьте, саркофаг с мумией, окруженный золотыми статуями, амулетами, свитками с неизвестными текстами. Или, может, это не гробница, а тайный храм, где проводились обряды, о которых мы ничего не знаем? Даже если структура разграблена, она все равно ценна. Ее архитектура, расположение, материалы
могут рассказать нам о технологиях, верованиях и жизни египтян времен пирамид. Но есть и риски. Помимо хрупкости конструкции и угрозы грабителей, есть еще одна проблема – общественное внимание. Как только новость о находке разлетелась, в соцсетях начались спекуляции. Кто-то говорит, что это вход в мифический зал летописей, подземную библиотеку, где хранятся знания атлантов. Другие уверены, что там спрятаны доказательства контактов с инопланетянами. Конечно, это все теории из разряда фантастики, но они показывают, как сильно Гиза волнует воображение людей. И это давление может усложнить работу археологов. Им нужно не только раскопать структуру, но и защитить ее от вандалов, черных копателей и даже чрезмерного интереса туристов. Подведем итог. Новая находка под песками Гизы — это не просто еще одна гробница или руины. Это загадка, которая может изменить наше понимание Древнего Египта. Кто построил эту структуру? Почему ее спрятали и что она хранит? Раскопки только начались, и, возможно, уже скоро мы получим первые ответы. Но одно ясно уже сейчас — Гиза не перестает удивлять. Это место, где прошлое и будущее переплетаются, где каждый камень может рассказать историю, а каждая находка — открыть новую главу в книге человечества. Если вам понравилось это путешествие в мир древних тайн, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой находке. Гробница? Храм? Или, может, что-то совсем невероятное? И обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы еще вернемся к Гизе, когда раскопки принесут свежие новости. До встречи в следующем видео.